В вестибюле отеля мы видим рецепцию и вход в буфет, где мы, кстати, заселившись после 12 ночи, смогли взять себе перекус. С вестибюля входим в бар, где начиная с 10 утра могли заказать себе прохладительные напитки, алкогольные коктейли, пиво. Тодд-Хилл-стрит, Лондон. Впереди виднеется здание Вестминстерского аббатства. Справа от аббатства мы видим здание с двумя башнями. Это своеобразный офис-центр, где разместились ультрадорогие адвокаты, нотариусы, представительства различных трастовых фирм и тому подобное. Напротив аббатства мы видим мраморную колонну, установленную в память о погибших в Крымской войне и во время Индийского восстания. Но несмотря на все это архитектурное великолепие, без сомнения, все внимание приковывает здание Вестминстерского аббатства. Сейчас мы видим скульптуры 10 мучеников 20 века. Среди них я слышал о великой княгине Елизавете Федоровне, убитой большевиками, и баптистском пасторе Мартине Лютере Кинге, убитым во время протестной демонстрации. Сейчас мы видим аббатство со стороны северного входа. Вестминстерское аббатство, которое еще называют церковью Святого Петра, яркий пример готического стиля. Свое наиболее известное название церковь получила потому, что была заложена на месте монастыря, расположенного в Вестминстере, как исторической части Лондона. С противоположной стороны нефа аббатства размещен витраж, который изображает Авраама, Исаака, Иакова и 14 библейских пророков. Под витражом мы видим могилу неизвестного солдата. Среди всех могильных плит именно на это захоронение посетителям строго запрещается наступать. Сейчас впереди видим богато украшенную перегородку между нефом аббатства и хорами. В левой части перегородки скульптура, посвященная Ньютону. Сразу за перегородкой расположены хоры, где во время служб поет хор Вестминстерского аббатства. В некоторые кабинки допускают вип-персон, когда они посещают службу. Сейчас мы находимся в той части аббатства, где во время коронации выставляется кресло святого Эдуарда, трон, на котором британский монарх восседает во время коронации. Самого коронационного кресла мы не видим, зато можем полюбоваться уникальным мозаичным полом 13 века в стиле косматии. Хотя Вестминстер и является традиционным местом коронаций и свадеб монархов, в первую очередь он известен как огромный некрополь. Здесь более 3000 захоронений. Это короли, ученые, писатели, поэты и политики. Сейчас мы находимся в удивительной капелле Генриха VII, именуемую также Часовней Богоматери. Современники считали эту капеллу одним из чудес света, в первую очередь из-за ажурного потолка, невероятно сложной и изящной работы. За алтарем капеллы мы видим гробницу Генриха VII и его жены Елизаветы Йоркской. В 1725 году, согласно королевскому указу, капелла была передана в распоряжение рыцарского ордена Бани,
С того времени абсолютную узнаваемость капеллы придают вывешенные знамена самых уважаемых рыцарей этого ордена. Кроме Генриха VII в капелле захоронены и другие монаршие лица. Наиболее знаменитыми среди них является Маргарет Бофорт, мать Генриха VII и королева Англии Елизавета I. Сейчас мы видим гробницу графини Маргарет Бофорт, которая хотя и никогда не носила королевскую корону, была влиятельным матриархом семейства Тюдоров и одной из ключевых фигур войны Алой и Белой Розы. Гробница Елизаветы I, последней королевы из дома Тюдоров. Ее 44-летнее царствование составило важный период в истории страны, известный под ее именем. Из капеллы Генриха VII перемещаемся в часовню Святого Николая. Здесь мы видим статуи почивших вельмож в красных горностаевых мантиях. В центре часовни внимание приковывает могила Джорджа Вильярса и его жены Мэри, графини Бекингемской. Часовня Иоанна Крестителя. В центре часовни находится большой алтарь-гробница с двумя лежащими мраморными изображениями графа Томаса Сесила и его жены Дороти Невилл. Часовня Святого Эдмунда. Наиболее примечательной здесь является гробница Фрэнсис Грей, герцогини Саффолк, которая, несмотря на герцогский титул, вышла замуж по любви за своего конюшева. Такой мезоальянс вызвал настоящий шок при дворе царствующей тогда Елизаветы I. Напоследок, эта замечательная женщина еще раз шокировала общество, завещав похоронить себя по протестантскому обряду. Как следствие, ее похороны стали первой протестантской службой, проведенной в Вестминстере. Сейчас мы видим надгробие Антуана Филиппа Орлеанского, герцога де Монпансье, представителя тогдашней золотой молодежи, вся заслуга которого, как свидетельствует его эпитафия, заключалась в том, что он был воспитан, вежлив и приятен всем. А здесь, судя по всему, пример злоупотребления служебным положением надгробия Артура Стэнли, который был деканом Вестминстера с 1864 по 1881 год. Как мы убедились, большинство статуй усопших в аббатстве выполнены в традиционном стиле, то есть лежа на спине. Однако некоторые статуи исполнены лежа на боку, как будто их прототипы прилегли передохнуть в ожидании второго пришествия Христа. Большинство надгробий в аббатстве – это настоящее произведение искусства. Сейчас мы видим надгробие сэра Джозефа и леди Элизабет Найтингейл. Как видим, супруг пытается защитить жену от вооруженной копьем смерти, вылезающей из склепа.
монумент генералу Вольфу. Погиб в возрасте 32 лет в колониальной войне за Канаду. Согласно преданию, его последними словами были: «Слава Богу, неприятель бежит, я с радостью умираю». Захоронение герцогов Людовика Стюарта и его жены Фрэнсис. Наверху ажурного бронзового навеса мы видим фигуру славы. В каждом углу гробницы расположены большие бронзовые фигуры в натуральную величину, представляющие надежду, истину, милосердие и веру. А сейчас мы видим самый старый памятник в нефе Вестминстерского аббатства. Это памятник миссис Джейн Хилл. В арке слева от статуи Джейн Хилл находится небольшой скелет, олицетворяющий смерть, с девизом «Смерть для меня – приобретение». А сейчас мы находимся в так называемом уголке поэтов, где установлены многочисленные памятные доски и бюсты людям, которые внесли большой вклад в британскую культуру. Теперь немного абстрагируемся от Вестминстера, как от некрополя. Входим в Чептер Хаус или Капитул, старинное помещение, выделяющееся тем, что имеет 8 углов. Первоначально в этой части аббатства собирались монахи-бенедиктинцы. Позже Большой Королевский совет, предшественник парламента, еще позже Палата общин. Затем, до реставрации в XIX веке, в этом здании размещался Государственный архив. Из Чептерхауза выходим в крытую галерею или клуатр, который обрамляет внутренний дворик аббатства. Наша удивительная экскурсия в Вестминстерское аббатство завершена. На моем канале вы уже сейчас сможете найти ролик с обзором Лондонского музея естествознания. Впереди в планах создать ролик с топ-достопримечательностями Лондона, которые нам посчастливилось увидеть. Если интересно, ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а пока.